Знакомьтесь, это Стельяс и Антри. У них сегодня самый счастливый день в жизни – свадьба. И праздновать они ее будут по всем кипрским традициям. Сначала от каждого из гостей примут конверт с денежным подарком. Потом прямо во время торжественной части эти деньги посчитают. И только после этого начнут полноценно праздновать. Жаль только, что праздник будет скромным. Ведь гостей по местным меркам собралось всего-навсего 1200 человек. Можно сказать, только родные и близкие. Добро пожаловать на Кипр. Это «Жизнь других». Популярных туристических направлений. Прекрасно сюда приехать на недельку, отдохнуть, расслабиться. Ах, красота! Но так ли прекрасно здесь прожить всю свою жизнь? Давайте же это сегодня все и узнаем. Если бы я родилась на Кипре, то, возможно, в большой семье Лулы. Жила бы в огромном доме при ферме, доила коров, делала сыры и ходила бы в горы собирать дрова, чтобы зимой было чем топить. Хотя нет, скорее я бы родилась Антонисом, мастером восковых фигур, которые исцеляют людей. У меня была бы небольшая лавка, но большой спрос. Хотя какая там у меня прибыль, мне бы было абсолютно без разницы. Но интереснее всего мне было бы родиться в семье преподавателя танцев Йоргаса. Ведь тогда я бы жила в одном доме вместе со своей огромной семьей. И всю жизнь копила бы деньги на свадьбу каждому из своих детей, а потом и внуков. А еще наверняка и одни, и другие я родились бы в частной клинике. Нет, государственные больницы, конечно же, на Кипре есть, но практически каждая женщина выбирает именно частную медицину. В частном роддоме, конечно, качество услуг выше. Также каждая женщина может выбрать себе врача сама, а после родов принять всех родственников, кого пожелает и тогда, когда пожелает. В госклинике с этим сложнее. Зато там могут бесплатно рожать, например, госслужащие и малоимущие. Для всех остальных же цена будет примерно такой же, как и в частной клинике. От 2,5 до 3000 евро за роды с кесаревым сечением. Подавляющее большинство женщин на Кипре предпочитают рожать именно с кесаревым сечением. Статистика говорит, что это около 80% женщин. Фактически все мои подруги, кто уже родил, сразу планировали делать кесарево. Ведь так рожать и быстрее, и менее болезненно. Я же хотела рожать естественным путем. Но были небольшие осложнения, поэтому мне тоже делали кесарево. В итоге все прошло хорошо, и в клинике я провела 3 дня. За это время, кстати, меня посетили и поздравили, кажется, все, кого я знаю. Хоть малышу Анастасии уже несколько месяцев, поздравить ее решила и я, наведавшись в гости. А заодно познакомиться со всей ее большой семьей. Сколько человек у вас живет в этом доме? Постоянно живут 4. Я, моя жена и 2 сына. Но у нас всегда в гостях и моя дочь, и внуки. Можно сказать, мы все вместе живем. Дом у нас большой, примерно 180 квадратных метров. Все поместятся. Своеобразный дизайн. Да, вполне. Можно назвать средним. Но у нас большой участок земли. Можно построить еще один такой же. А сколько стоит земля здесь, на Кипре? Дорого. Ну, в нашем районе участок на 5-6 соток обойдется где-то в 150 тысяч евро. Сколько стоят у вас коммунальные услуги? Электричество, вода, отопление? Хотя я не вижу у вас батарей. Нет батарей, да? Да, батареи у нас нет. Есть 2 камина. Ими и греемся. За воду сколько платим? 50-60 евро в месяц? Да, за электричество столько же. Но это считается дешево. Все потому, что у нас есть солнечные батареи. Без них было бы дороже. Вообще, наверное, тут часто используют солнечные батареи. У вас же постоянное солнце. Это очень, наверное, выгодно. Сложно сказать. С одной стороны, установить их – это дорого. Не каждый может себе позволить.
Нам просто как многодетной семье государство помогло с этим. С другой стороны, здесь почти все семьи многодетные. Как видите, мы сами буквально в этом году стали еще многодетнее. Это очень здорово, что так государство вам помогает. А в садик собираетесь отдавать ребенка? Да, планирую. У нас на Кипре не всегда и выбор есть. Ведь декрет длится всего 4 месяца, и если некому смотреть за ребенком, то приходится вести в сад. Но я своего отдам не раньше, чем он начнет разговаривать. Если вы планируете отпуск, рекомендую провести его на Кипре. Мало того, что перелет сюда будет быстрым, а отдых безопасным, вас тут ждет еще вкусная еда, теплое море, шикарные отели. Уникальная архитектура, лазурные пляжи, гостеприимные киприоты. Да что там, русского туриста всегда рада видеть даже кипрское солнце, которое светит здесь 340 дней в году. С детскими садами на Кипре дело обстоит практически так же, как и с больницами. Большинство народа предпочитает частные. Государственные сады тоже есть, но их мало, и записываться нужно заранее. Кроме того, туда берут детей только от 2 лет, и это далеко не единственное условие. Если у вас в семье один ребенок и вы получаете хорошую зарплату, то, скорее всего, вам государственный садик на Кипре не светит. Но вы всегда можете попасть в частный, тем более за деньги. В месяц в частном садике обойдется родителям примерно в 200 евро, что немало. Ведь, например, зарплата воспитателя в том же детском саду около 1000 евро. Но, естественно, есть и ряд преимуществ. Детей к нам привозят ранним утром и могут оставлять до вечера. Каждый ребенок здесь всегда под присмотром. А на протяжении дня у него есть и развивающие уроки, и самые разные игры. Да что там, в нашем детском саду есть даже специальный диетолог, который разрабатывает меню на неделю. Школа у маленьких киприотов начинается с 6 лет, а последующие 12 лет учебы от наших, если честно, ничем особенным не отличаются. В конце старшей школы дети сдают экзамены, по результатам которого могут пойти учиться в университет или колледж. Причем поступить местные абитуриенты могут не только в вуз на самом острове, но и выбрать любой из университетов Европы, что многие и делают. Поэтому государственных вузов на Кипре всего 3. И еще несколько частных. И все они, по нашим меркам, микроскопические, как обед первокурсника. Не насчитывают и 1000 студентов. Но, несмотря на это, дают просто отличный уровень знаний. Кипрская система образования такова, что по сути состоит из 2 систем. Собственно, кипрской и британской. По факту человек с нашим образованием получает возможность работать в лучших мировых компаниях или продолжить обучение в той же Британии. Кроме того, идеальное знание английского языка. А год обучения в частном колледже обойдется примерно в 7000 евро. Насколько бы это ни стоило, на обучение киприоты денег точно не жалеют. Как ни удивительно, но Кипр – лидер среди стран Евросоюза по количеству людей с высшим образованием. Однако есть кое-что, на что они любят тратить деньги еще больше. Вы думаете, это очередь в ночной клуб или на концерт? Нет, вы ошибаетесь. Это очередь на свадьбу. И люди стоят в ней уже 2 часа для того, чтобы поздравить молодых. И только после этого они смогут зайти в зал и начать праздновать. Ух! Да-да, больше, чем учиться, киприоты любят только жениться. Причем все свадьбы здесь проходят согласно таким традициям, которых я не видела нигде. Ну, начнем с того, что приглашать на свадьбу принято как минимум 1000 человек. Причем такое количество считается свадьбой закрытого типа. Полноценная открытая свадьба – это 3-5
5000 гостей. Это значит, что вы пригласили не только двоюродного дядю по линии первой жены вашего деда и не только сына маминой подруги, но и разослали приглашение всему городу. Именно так здесь и делают. Лично я посетил больше сотни свадеб. Я даже не всегда лично знал людей, к которым иду в гости. Просто приходило приглашение, и мне не хотелось отказывать. Для киприотов это ведь огромное событие. Так принято, что на свадьбу ребенка родители начинают откладывать деньги, как только он родился. Конечно, это удовольствие не дешевое. Я бы сказал, что свадьба на 1000 человек обойдется 30 евро. Но учитывая количество гостей, подарки практически всегда перекрывают расходы. Итак, приглашения разосланы, подготовка проведена, организация оплачена, и вот вся эта толпа народу приезжает в ресторан и выстраивается в очередь, в которой стоит несколько часов. А все, чтобы поздравить молодоженов и подарить им подарок. Иначе внутрь не попадешь. А подарок – это обязательно деньги. И обязательно в подписанном конверте. Ведь ту сумму, которую вы подарили, аккуратно запишут в блокнотик. Сегодняшний жених с невестой придут к вам на свадьбу, подарят вам ровно столько же денег. И вот только после того, как весь приглашенный регион вошел в ресторан, начинаются песни, танцы, ну и остальные привычные для нас гуляния. Сложно, скажете вы. А вот и нет, отвечу я вам. Ведь развестись на Кипре гораздо сложнее, чем пожениться. На это могут уйти годы. Дело в том, что киприоты – люди очень набожные. И за разводом, как и за бракосочетанием, идут сначала в церковь, а уже потом в государственные инстанции. А церковь может по 2 года не давать разрешения развестись. Правда это или нет, я решила спросить у архимандрита. У вас, на самом деле, очень красивая церковь. Мне вот просто интересно, вы живете здесь или у вас какие-то отдельные апартаменты? Нет, здесь живет только один старец. Я и еще 2 священника живем в своих домах. Но большую часть времени мы проводим здесь, ведь прихожане идут не к нам домой, а в церковь. И вообще я знаю, что киприоты, они очень набожные и верующие. Это правда? Чистая правда. И иначе и быть не могло. Ведь Кипрская церковь – это одна из древнейших в христианском мире. Раньше церкви принадлежали и банки, и земли. Но сейчас мы практически все земли пожертвовали государству, а часть отдали беженцам. Кстати, государство, в свою очередь, выделило 7 миллионов евро на зарплаты священникам. То есть зарплату священникам платит государство, правильно? Нет, это не совсем зарплата. Это что-то вроде одноразовой выплаты каждому священнику по 650 евро, а зарплату мы получаем в церкви, и это в 2 раза больше. Я знаю, что все киприоты женятся в церкви, и вы их жените. А разводите вы их тоже? Да, истинно так. Если люди в церкви женились, то они обязаны развод просить в церкви. А мы должны дать время подумать. Ведь любая семья основывается не на какой-то там экономической составляющей, а в первую очередь на духовной. Ну, вы же этого не знаете, вы их пожените, а потом жена скажет, что мне мало денег, и я хочу с ним развестись. И что вы сделаете? Вы разведете их или скажете «нет, думай своей головой»? Раньше развестись было гораздо сложнее, а сейчас мы уже смотрим на ситуацию. Если люди уже и живут отдельно и не общаются, то, конечно, мы даем позволение разойтись. Насильно ведь мил не будешь. А как долго это происходит в церкви? Приблизительно полгода. Но мы смотрим, общаемся с ними и по отдельности, и вместе. Если оба хотят, то полгода. Если один не хочет, то это может занять намного больше времени. Мы стараемся сделать процесс как можно мягче, ведь главная цель священнослужителя – это помогать. А вообще сложно стать священником здесь, на Кипре? Нет, как и везде, нужно закончить специальную школу, а потом еще духовную семинарию. Но хорошо бы все-таки быть киприотом, ведь у нас много уникальных традиций, которые берут корни еще от Древней Греции, но давно смешались с христианством. Их надо понимать. Расспросив подробнее, я узнала, что местные традиции оказались не просто уникальными, но и достаточно странными.
Вот, например, угадайте с 3 попыток, что вы видите. Нет, это не скульптуры из плохого фильма ужасов. Нет, не свечи причудливой формы. И нет, не китайские копии игрушек. Это лекарства. Если, конечно, можно так сказать. В общем, подробнее сейчас расскажет Антонис, который всю эту красоту сам делает и продает. Антонис, чао! Я вот пришла к тебе посмотреть, я никогда такого не видела. Объясни мне русским языком, что это за вещи у тебя тут висят? Это копии человеческих органов, частей тела и детей, сделанные из воска. Это наша древняя традиция. Если у киприота вдруг заболела, скажем, голова, он идет в специальный магазин, такой как у меня, и покупает восковую копию головы, а потом несет ее в церковь и кладет перед иконой. Тогда святой дарит ему оздоровление. Не поверишь, именно сейчас у меня болит голова. У меня есть с собой таблетка, то есть мне не нужно пить таблетку, я могу просто вот эту голову, она не похожа на меня, причем такая с глазками, отнести в церковь, и все, она у меня пройдет? Если хорошо помолишься, то да. Ну, я так понимаю, что это не только голову могу отнести, я могу также отнести руку, правильно, если она у меня болит? Вот какую-то штуку. Что это такое? Вот, прошу прощения, что это? Это почка. А, почка? А я прошу прощения, если попа болит, что делать? Ты можешь отнести все, что хочешь, все, что болит. Мало того, это работает, если беспокоит не только какая-то часть тела, но и все тело целиком. Ведь можно заказать восковую фигуру в полный рост, и я ее сделаю. А скажи мне, пожалуйста, а люди приходят, которые к тебе покупают восковые фигуры, они к доктору не ходят? Я тебе отвечу собственной историей. Когда-то еще в молодости у меня появилась плешь. Я много раз ходил к врачу, но мне ничего не помогало. А потом один раз я купил голову, поставил в церкви, и волосы начали расти. И, как видишь, я до сих пор с неплохой шевелюрой. Вот эта вот фигура, если болит, что? Это общая фигура. Если у тебя что-то болит, но ты не знаешь, что именно. А цена, как вы цену ставите? Вот восковая фигура ребенка стоит 10 евро, а вот поменьше ребеночек стоит 7 евро. От чего зависит цена эта? Цены зависят от веса. Но ничего очень дорогого здесь нет. Ведь я в первую очередь работаю ради того, чтобы помогать другим. А сколько зарабатываю сам, даже не знаю, мне это не интересно. На жизнь хватает, а больше и не надо. Слушай, ну на самом деле, мне кажется, такого нет нигде. Я просто знаю, что люди покупают свечку, идут в церковь, ставят, молятся. Это я слышала. А вот такие вот вещи я не слышала. Вас много таких людей, которые делают такие фигуры здесь? Не скажу, что много, но достаточно. Ведь много людей приходят к нам за помощью. В основном это обычные киприоты, которые верят в Бога. Такие же, как и мы сами. Хотите верьте, а хотите нет, но у нас в семье был период, когда моя жена долго не могла забеременеть. Тогда я купил восковой живот и оставил его в церкви вместе с молитвой. И теперь у нас есть дети. Конечно, к Антонису приходит в основном простой народ. Наверное, потому что простой народ верит в простые вещи. А может, это и правда работает? Кто его знает? Не хочу об этом думать, а то голова еще сильнее болеть будет. Лучше познакомлю вас с этими самыми простыми людьми. Вот Лула. Она с мужем владеет маленькой фирмой по производству сыра. Первым делом, когда я приехала к ним в гости, Лула меня накормила, а уже потом пригласила показать свой дом. Это что такое? Это мой дом. А что это такое за дом? Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 диванов. У меня 7 детей, еще 13 внуков. Каждому по дивану. Кузя, а сколько лет вам? Мне 58. Да ладно, серьезно? 15 внуков? 13. Лула, я тебе хочу сказать, у вас
очень необычный дом. Я таких домов никогда не видела, знаешь. Это как будто холл в какой-то гостинице, честно сказать. Потому что здесь стоит стол на 8 стульев. Здесь 4 дивана с креслом, телевизор. Тут камин. Тут огромный стол, я не знаю, сколько там, на 13-15 человек. Все в диванах. Как это так? Да уж поверь, на выходные, когда все собираются, места становится мало. Так что большая семья, большой салон. Ну, салон прям. Сколько метров здесь в вашем салоне? Много, он большой. Большой. Как строили, как построилось, такие стоит, правильно? А это кухня, да? Я правильно понимаю? Ну, тут кухня как кухня, и тут тоже еще стол. Лула, а это спальня, правильно я понимаю? Это чья спальня? А это моя с мужем спальня. Ой, какое платье, это какое-то выходное. Готовитесь к празднику? Да, это приглашение на свадьбу пришло от знакомых. И то есть уже приготовила наряд, уже идем на свадьбу. Хорошо, значит, это спальня, отлично. Идем дальше, посмотрим. Мама мия! Лула, что это такое? Как понять? Это комната моих детей. Раньше здесь спали все, а сейчас тут только один сын живет, остальные женились. То есть один мальчик, один ребенок сейчас тут спит, и он, наверное, каждую ночь думает: ой, посплю здесь, посплю здесь, посплю здесь. Ничего себе, то есть это такая детская, как и настоящий пионерский лагерь. То есть у вас 2 спальни, салон метров 200. И сколько у вас тут человек живет? Сейчас 4. Я с мужем, сын и дочь. Она сейчас на работе, а все остальные приезжают каждые выходные. 4 человека, но тут у вас стоит 3 машины. Это чьи машины? Наши у всех по одной. Моя, сына, дочери и есть еще у мужа. Ну, слушай, ты мне скажи, пожалуйста, я только не поняла. У вас такой большой дом, но нет батареи. У вас же тут зимой наверняка холодно. Да нет, у нас есть большой камин. Дрова мы в горах собираем, и этого вполне хватает. Так, а скажи, то есть за отопление, получается, вы не платите, а за электричество сколько вы платите в месяц? Много платим. Примерно 150 евро в месяц. Но у нас же не только дом, но и ферма. И коров подоить, и освещение везде включить. Все это на электричестве. Ну, скажи мне, то есть есть ферма, вы делаете сыры, то есть вам этого хватает на жизнь, денег этих, которые вы зарабатываете с этого? Конечно, хватает. В день я делаю в среднем 20 килограммов сыра. 1 килограмм продаю по 10 евро. С прибыли плачу 12% налогов, а остальное мое. Кроме того, нам, как и всем фермерам, каждый год выделяют финансовую помощь 8 евро на каждое животное. А скажи мне, пожалуйста, у тебя, если вдруг заболела голова, ты идешь, покупаешь восковую голову, идешь в церковь со свечкой или пьешь таблетку? И то, и другое. Покупаю голову, иду в церковь, читаю молитву, потом пью таблетку, и все проходит. Вот это я понимаю, вот это подход. Но, конечно, из-за каждой мелочи я в церковь не хожу. Если у меня прыщ выскочит, то я просто воспользуюсь косметикой. Лула, это правда, что на Кипре женщины пользуются косметикой из ослиного молока? Да, чистая правда. У меня есть такой крем, очень полезный для кожи. Поэтому ты так выглядишь хорошо, потому что пользуешься ослиным молоком? Да, именно так. Не разобраться с новой для себя косметикой, как вы понимаете, я не могу. Хоть словосочетание «ослинное молоко» и звучит немного настораживающе, но оказывается, на Кипре такими средствами пользуются очень многие женщины. А купить эту косметику можно просто на ослиной ферме. Еще со времен Древней Греции наши женщины пользуются ослиным молоком как косметикой. Ведь раньше на Кипре практически в каждой семье был свой ослик. Сейчас, конечно, они остались только на фермах, а сами фермы превратили в туристический аттракцион. Но целебные свойства ведь молоко не утратило, поэтому оно до сих пор популярно. И действительно, на ослиной ферме вас ждет целый магазин с изделиями из ослиного молока. И тут же с другого угла открывается и туристический Кипр. Я имею в виду, что здесь на острове можно не только в море купаться, но и на ослах кататься. Чего-то так манит толпа отдыхающих, я решила узнать, лично оседлав осла.
Ну и расспросить хозяина фермы Пьереса, который, как мне нашептали местные, долларовый миллионер. Уж не знаю, правда или нет, спросим у него самого. Скажи мне, пожалуйста, то есть это вот у тебя такой бизнес туристический, и к тебе приезжает много туристов покататься на ослах? Это самая популярная экскурсия на Кипре. Я уже 17 лет этим занимаюсь. А как ты придумал такую экскурсию, что, ой, буду сейчас туристов своих завлекать и катать на ослах? Вот как можно было придумать такую экскурсию? Это не я придумал. Это сама история острова так сложилась. Ослы — наш исторический транспорт. Это как верблюды в пустыне или слоны в Азии. Если ты хочешь прочувствовать культуру Кипра, ты просто обязан прокатиться на осле. А сколько у тебя ослов? На сегодняшний день на ферме 213 голов. Ну смотри, если у тебя 200 ослов, то значит к тебе приезжает в день минимум 200 туристов? Или ты не всех ослов задействуешь каждый день работать? В день не знаю, но за сезон у меня на ферме бывает примерно 30 тысяч туристов. 30 тысяч? И сколько стоит такая экскурсия одна? Не знаю, их продают туроператоры, и у них это надо спрашивать. А, серьезно? Ну хорошо, ну а прибыль какая в месяц у тебя хотя бы приблизительно? Ты знаешь свою прибыль? Нет, точно не знаю. Я знаю, что осликам здесь живется хорошо, и это главное. А тебе хорошо живется? И мне хорошо живется. У меня деньги есть и на автомобили, которые я хочу, и на еду, и на путешествия. Я знаю, что на Кипре из ослиного молока делают очень хорошую косметику. Это правда? Конечно, правда. Косметику из ослиного молока ценят еще с древних времен. Ее использовала даже Клеопатра, это исторический факт. И мы на ферме получаем само молоко и делаем заготовки для производства такой косметики, а потом отправляем на завод. Вообще, ослицы дают мало молока и всего 7 месяцев в году, поэтому продукты из него не дешевые. А скажи мне, ну а чем эта косметика хороша? Я вот пользуюсь корейской косметикой. Вот говорят, что она самая лучшая в мире. А чем ослиная косметика хороша? В ослином молоке очень много коллагена, поэтому оно отлично омолаживает кожу. А по поводу корейской косметики открою тебе один секрет. Вот ты покупаешь ее у корейцев, а корейцы, чтобы ее сделать, покупают у нас ослиное молоко. Да что вы говорите? Вот мы и раскрыли секрет корейской косметики. Вот вам и все. Так, едем на базу. Я вам скажу так, накаталась я на ваших ослах на всю оставшуюся жизнь. Накатались на них и все киприоты, для которых ослы были, как уже отметил Пьерес, основным средством передвижения. Но сейчас островитяне променяли жесткое седло на комфортное кресло в автомобиле и кондиционер. Да променяли настолько, что сейчас Кипр называют самой автомобильной страной в Европе, ведь на душу населения здесь машин больше всего. В каждой семье принято иметь по несколько авто. Помните, как у моей знакомой Лулы на каждого члена семьи по средству передвижения? Так здесь практически у всех. А если здесь так популярны автомобили, значит их продажа – это хороший бизнес. Интересно, считает ли так владелец автосалона? Мне очень интересно. И, насколько я понимаю, на Кипре в семье имеют 2-3 машины, это минимум. Это говорит о том, что, значит, ваш бизнес автомобильный процветает тут, да? Мой – да. Ну, слушай, ну, объясни, почему так происходит, что на Кипре так пользуются автомобилями? Откуда у людей столько денег, чтобы покупать на семью одну машину? Вот она сколько там, 10 тысяч евро, там 15 тысяч евро. То есть так люди тут живут хорошо? Последние годы – да. Можно сказать, что мы хорошо живем. Среднее авто может себе позволить почти каждый. Даже если сразу нет полной суммы, то можно взять в кредит. У меня так покупает примерно каждый шестой. Под какой процент в банке можно взять кредит? Небольшой, 3,5%. А скажи мне, сколько у вас, я не знаю, в неделю, в месяц продается машин в салоне? В месяц наш салон продает около 20 авто. Но это же разные стоимости машины. От 1000 до 20 тысяч евро. А 1000? А какая машина стоит 1000 евро? Очень старые, малолитражки. А какие еще могут быть за такие деньги? Ну, конечно же, на ходу. Насколько я вижу, у вас очень демократичные марки. То есть люди все-таки предпочитают покупать именно поскромнее машины, чем одну на семью дорогую, да? Да, для нас автомобиль – это средство передвижения. Здесь немногие стремятся выделиться за счет дорогого авто. Даже те, кто может себе их позволить, покупают прежде всего ради повышенного комфорта.
А скажите, вы не можете объяснить, почему так не развит общественный транспорт у вас? Так сложилось исторически. Общественный транспорт появился только 8 лет назад, а почему, я и сам не знаю. Но киприоты до сих пор очень редко им пользуются. Наверное, вы самые обеспеченные люди здесь, потому что без вас практически никто не может вообще передвигаться. У меня здесь салон подержанных авто, а они всегда идут лучше новых. На каждой машине я зарабатываю в среднем 1000 евро. Так что богатым я себя назвать не могу, а обеспеченным, ну да, наверное. Мне вот интересно, на Кипре бизнес вести легко с налогами, с законами? Вы боретесь с коррупцией? Вот как вот эти вещи вы обходите? Непросто, но быть успешным вполне реально. Да и перспективы хорошие. Часть налогов скоро должны отменить, значит, машины станут дешевле. Денег у народа достаточно, чтобы их покупать. Ну и государство постоянно строит новые дороги. Так что я уверен, что дальше будет только лучше. И действительно, машинам ведь надо почему-то ездить. А ведь здесь, в стране автомобилистов, в каждом глухом селе, да что там, даже где нет ни села, ни людей, асфальт есть. И он в отличном состоянии. Наверное, дороги замечаешь только тогда, когда они плохие. А здесь они, ну, просто конфетка. Поэтому я решила найти и поговорить с тем, кто виноват во всей этой красоте. И вы не поверите, но виновный был пойман просто на месте преступления, то есть на строительстве дороги. За какое время вы делаете километр дороги? С нуля за 2 месяца. 2 месяца километр дороги. И насколько времени хватает эксплуатации ее? На 15-20 лет. Но это только на асфальт. Все остальное будет лежать гораздо дольше. Через 15 лет только ремонт делается. А каждый сезон обновлять ямы, закапывать нет? Вы этим не занимаетесь? Конечно, нет. Мы все делаем строго согласно стандартам Евросоюза. Если появилась яма, то переделываем полностью все покрытие. Если поврежден тротуар, то его меняем тоже полностью, включая дорожки для людей с особыми возможностями. Скажите, а кто вас контролирует? Какие-то станции? Как часто они это делают? Как строго? Как с коррупцией вообще у вас? Может быть, знаете, заплатить можно и быстренько сделать дорогу, и все, и на этом пойти дальше, нет? Нет, так не получится. Ведь ее еще нужно сдать. Есть специальная комиссия, которая принимает работу. Если работа сделана не по стандарту, то дорогу будут переделывать. Вот почему я сказал, что 2 месяца уходит на километр. Сама стройка заканчивается гораздо быстрее. Еще много времени занимают проверки. А если вы делаете все по стандарту, правильно, почему, когда проходит проверка, некоторые дороги не проходят ее и надо ее переделывать? Бывает такое, что подрядчик экономит на материалах и пытается это скрыть. Ага, то есть все-таки... А сэкономил и куда он их? Продал куда-то, денег заработал? Как это происходит? Чтобы выиграть тендер, подрядчики занижают цены до нереальных. А потом не знают, как выкрутиться, иначе как экономить на материалах. Для государства же цена всегда примерно одна. На строительство 100 метров дороги с нуля уходит 250 тысяч евро. На ремонт 100 метров покрытия – 50 тысяч. А наказывают этих людей, которые экономят? Конечно. Но главное наказание – то, что после такого они очень долго будут сидеть без работы. Как быстро может начаться и закончиться ремонт, если вдруг увидели, что какие-то проблемы есть на дороге? Если это не больше километра, то сам асфальт мы отремонтируем за несколько часов. О. Конечно, просто снимаем верхний слой и стелим новый. У нас ребята быстро работают. Сколько зарабатывает рабочий, который сидит и работает здесь? Сколько у него зарплата? 350-450 евро в неделю. Ой, слушай, так это отличные деньги, я хочу сказать. В принципе, да. Но условия работы не самые легкие. Да и уровень жизни на Кипре, я вам скажу, довольно высокий. Ну да, это я уже поняла. Слушайте, а что еще хорошего на Кипре есть, кроме дорог? Да все здесь хорошо. Солнце, море, еда у нас вкусная.
По-моему, это идеальное место. Я здесь прожил всю жизнь, проработал, да и на пенсию, когда выйду, уезжать никуда не собираюсь. Оно и неудивительно, будь я мужчиной на пенсии киприотом, и сама бы никуда не уезжала. Почему именно мужчины? Да потому что кипрские дедушки, в отличие от бабушек, попросту ничего не делают. Так здесь принято. Женщины на пенсии помогают детям по хозяйству, сидят с внуками, готовят еду и так далее. А мужчины на пенсии делают ничего. Я просыпаюсь около 8 утра, пью кофе, завтракаю и иду на море плавать. Потом прихожу в это кафе, я здесь рядом живу. Пью кофе, ем, общаюсь с друзьями. В обед возвращаюсь домой отдохнуть. А вечером снова в кафе. Кофе выпить, футбол посмотреть, политику обсудить. Георгиос – типичный пенсионер. При этом Георгиос получает 2000 евро в месяц пенсии. Нужно отметить, что для Кипра это считается очень хорошей пенсией. Но получая он даже в 2 раза меньше, я, честно говоря, не знаю, сколько ему нужно выпить кофе, чтобы эти деньги потратить. Вот так и живут мужчины на пенсии. Больше скажу, эти самые кафе посещают только мужчины. Женщин здесь не увидишь вообще, а увидишь их на кухне с заготовкой очередного обеда для детей и внуков. Вы готовите обед вот так вот каждый день, котлеты, барбекю, салаты, да, там еще что-то в кастрюльках у вас. Да, нас здесь живет 16 человек. 10 детей и 6 взрослых. И вы готовите вот на такое количество человек каждый день. А вы одна готовите? Из 16 человек некому вам помочь? Да, дети в школе, взрослые на работе. Я каждый день готовлю сама. Я приезжаю для того, чтобы помогать людям. А вообще, как живется вам на пенсии здесь? То есть вот ваш образ жизни сильно поменялся после того, как вы вышли на пенсию? Нет, тогда я тоже сама готовила. Просто раньше утром вставала, готовила, а потом шла на работу. Ну, а это правда, что на пенсии вот женщины все делают, готовят, убирают, а мужчины отдыхают, потому что они должны быть всегда отдохнувшие? Обычно да. Обычно мужчины вообще ничего не делают. Но мой муж исключение. Он мне немного помогает. Ой, ну вам повезло, значит, получается, да, по кипрским меркам пенсионеров. А как вы развлекаетесь? Как пенсионеры вообще проводят свободное время? Когда все внуки засыпают или уезжают куда-нибудь? По-разному. Мы с мужем обычно ходим в кафе или рестораны. Иногда в кино. Но в основном это рестораны. Если у вас вдруг болит голова, вы покупаете восковую фигуру? Нет, я верю в лекарства. Я тоже таблеточница, так сказать. Вот. А льготы есть какие-то у пенсионеров на транспорт, на жилье, на коммунальные услуги? Только на медицину. В государственном госпитале мы можем обслуживаться абсолютно бесплатно. А на транспорте смысла нет. Мы им не пользуемся. У нас у каждого есть своя машина. Но вообще, если не дети, то на Кипре сложно жить пенсионером одним? Я думаю, легче жить. Мы нашим детям помогаем постоянно. И финансово в том числе, у них ведь кредиты. А, то есть вам наоборот с детьми сложнее. Я поняла. А расскажите мне вот свой день. Вот вы просыпаетесь во сколько? Просыпаюсь в 5 утра. Пью чай, готовлю завтрак. Потом бужу внуков и начинаю развозить их по школам. На машине на своей, да? Отлично. А дальше? То есть все, развезли, дома тишина, приехали домой. Дальше? Дальше готовлю обед, убираю в доме. И потом вместе с мужем еду забирать детей со школы. Кормлю и развожу по разным кружкам и занятиям. Так, дальше развезли, часть осталась. Дальше что? Муж идет в кафе пить кофе и общаться с друзьями, отдыхать. А я готовлю ужин. Спать ложусь где-то в 11-12 вечера. Мужчина должен быть отдохнувшим, так сказать. А то мало ли, что вдруг, а он устал. На Кипре, на пенсии лучше жить, чем до нее? Я бы сказала, что одинаково.
одинаково хорошо. Удивительно, но разница между мужчиной и женщиной на Кипре есть не только после выхода на пенсию, но и даже после смерти. Если муж умирает раньше, чем его жена, то, конечно же, ее образ жизни кардинально меняется. Но на Кипре меняется не только образ жизни, но и гардероб женщины. Все разноцветные, зеленые, красные платья, все уходят, и остается только черный классический цвет, в котором она ходит до конца своих дней. А если наоборот, то муж ходит в том же, в чем и ходил до этого. Конечно, эта традиция уже отходит в историю, ее соблюдает только старшее поколение. Но все же заметна она до сих пор, и это видно даже на надгробных фотографиях. Если женщина в черном, значит, она покинула этот мир после мужчины. Для захоронения у нас используются семейные склепы. За каждый семья платит налог 90 евро в год. А если в городе появляется новый житель, и он планирует здесь прожить до самой смерти, то новое место ему обойдется в 1600 евро. А во время похорон священник окропит его гроб святой водой, оливковым маслом и разобьет тарелку. Такова наша традиция. Со стороны может показаться, что Кипр – это прекрасное место для жизни, и здесь напрашивается какое-то «но». Однако его не будет, ведь, взглянув на местный уклад изнутри, мне теперь тоже так кажется. Конечно, жизнь на острове Вечного Солнца и Теплого моря нельзя назвать безупречной. Однако она определенно хороша настолько, чтобы каждый, кто здесь родился, хотел бы прожить всю свою жизнь именно здесь. В характере киприотов удивительным образом уживается скандинавское спокойствие, немецкое трудолюбие и итальянская набожность. Но если выделить одну главную их черту, то, наверное, это будет... Горячий нрав и спокойствие. Мы трудолюбивые. Не знаю, как все, я ленивый. Любовь к детям. Уважение к старикам. Обожание острова Кипр. Понять, кто такие киприоты, это все равно, что складывать античную амфору из осколков. Очень сложно. Сложно разобраться и в любой другой жизни. Точнее сказать, в жизни других.